Классическая семейная сага в борьбе за наследство. У вас не должно быть законных наследников раньше, чем появится законный наследник у меня, говорит Василий. Ну, чтобы не было очередной серии «Игры престолов». Жена предпочитала каждый раз, забеременев, на всякий случай уезжать в Москву. И наследник рязанского князя появлялся в Москве. И Василий III, конечно, тут же отказался признавать наличие каких-то обязательств перед Крымом, потому что нет бумаги, нет дела. Мы их не то чтобы завоевывали, а мы их как бы подкупали. Одним из критериев идеала женской красоты был небольшой размер ноги. И ребенок, который народится в повторном антихристианском союзе, будет зол, жесток и принесет неимоверные страдания государству. Сейчас это не просто красивая старинная крепость с храмами, но это и главное политическое кладбище. Как-то мы слишком критически относимся к нашей истории. Дорогие друзья, любители русской истории, добрый день. Сегодня поговорим с вами о времени, о человеке, без которого представить нашу историю совершенно невозможно. Поговорим об эпохе Ивана Грозного, первого русского царя, которому не нашлось места на памятнике тысячелетия России. Создатели памятника решили, что нельзя ставить в Новгороде памятник тому, кто подверг город разорению, а население, как считали все и считают сейчас большинство, массовым казням. Антипатия к личности Ивана Грозного, восприятие всего его периода правления исключительно через террор, опричнину, разорение русской земли, опять же, казни оппозиции. Все это сохранилось до настоящего времени. Пытаются иногда историки найти этому некоторое объяснение. Пытался взвешенную позицию первым представить сам Карамзин. Он говорил: история злопамятнее народа. Положительного, по мнению Карамзина, было больше. Положительное сохранилось в массовой народной памяти той эпохи. Вот что он писал дословно. «Добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти. Стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими. Но имя Иоаннова блистало на судебнике и напоминало приобретение 3 царств могольских. Доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь, как живые монументы царя-завоевателя. Чтил в нем виновника нашей государственной силы, нашего гражданского образования». Ну, вот за этими высокопарными словами скрывалась, с одной стороны, попытка перечислить праведные дела Иоанна Грозного, ну, а с другой стороны, показать, что нет оправдания и нет искупления с творимым им преступлением. С формальной точки зрения, действительно, Иван Грозный правил дольше всех. Ну, наверное, вообще дольше всех в нашей истории. 50 лет на троне. Время Ивана и личность его оказала колоссальное влияние на весь ход русской истории. Оказала колоссальное влияние на то, как и почему сформировалось огромное русское государство. Все проблемы мы обычно ищем в детстве. С детством у Ивана было непросто. Очень поздний ребенок, первый сын у отца, отцу уже более 50. Ну, мы помним с вами эту присказку, что поздние дети очень умны. Иван будет и замечательным публицистом, полемистом. Его страсть, его слог чувствуется в переписке с Курбским. Он будет музыкантом, писать музыку. Он будет владеть несколькими языками, что не часто бывало в те времена. Играть в шахматы, очень-очень много читать. Ну, в общем, интеллектуал. Но о Грозном как о человеке мы будем говорить как можно меньше. Нам важно прирастание государства. По завещанию отца, уколовшегося какой-то деревянной щепой в результате автокатастрофы, карета сломалась, рухнула, раскололась. Иван находится под опекой нескольких бояр. Такой своего рода регенский совет. Однако вдова молодая, Елена Глинская, оказалась девушкой с характером. Елена быстро сориентировалась, избавилась от боярской опеки, от роли домохозяйки и твердо взяла власть, обрела фактически статус государыни, соправительницы малолетнего сына.
Ну, длилось это недолго. Прошло несколько лет, и Глинскую отравили. Маленький Иван, ему 8. Отца он, естественно, не помнит, но хорошо помнит сапоги. Он вспоминал потом. Я прекрасно помню вот эти грязные, в московской застывшей жиже грязи сапоги, в которых хамоватые бояре, ощущавшие себя хозяевами в Москве, хозяевами его, Иванова государства, не раздеваясь и не разуваясь, плюхались на его постель, не замечая этого мальчика вообще, как будто его нет, пустое место. Обиды Иван запоминал. С какого момента начинает править сам Иван Грозный? С момента принятия царского титула и женитьбы. Женитьба тогда есть знак абсолютного совершеннолетия и полной самостоятельности любого мужчины. Ключевский писал в 1546 году, я цитирую, когда ему было 16 лет, среди ребяческих игр он, по рассказу летописи, вдруг заговорил с боярами о женитьбе. Да заговорил так обдуманно, с такими предусмотрительными политическими соображениями, что бояре расплакались до умиления. Мол, царь так молод, а уже так много подумал. Иван Грозный, ну тогда еще не Грозный, тогда еще молодой Иван Васильевич, сначала венчается в Успенском соборе на царство по полному обряду, практически как византийский император, тем самым создается преемственность с императорами Восточной Римской империи и становится первым русским царем. Мы знаем из переписки его с Курбским, что Иван считал себя преемником Константина Великого, римского императора. Это основатель Константинополя. Поэтому, будучи преемником императора и наместником Божьей власти на земле, он полагал, что если кто-то мешает царю выполнять свои обязанности перед Богом, перед которым царь подотчетен и несет полную ответственность за веренную ему страну, тех надо убирать. Это неприятно, но оправдывает некоторые жестокие меры. Вернемся к молодому Ивану Васильевичу. Потом, после венчания на царство, свадьба, смотрины невест. Избранницей Ивана становится дочь боярина Романа Захарьина. От него потом напрямую пойдут Романовы. По представлениям того времени, женитьба Ивану 17 лет – это полное совершеннолетие. Заканчивается ненавистное в народе боярское смутное правление, начинается правление молодого царя. Поговорим о некоторых мифах, связанных с формированием нашей страны. Вот, например, история с так называемым холопством московской знати. Мол, все были рабы, начиная от первых бояр. И до последнего человека, до последнего крестьянина все в стране рабы. Укоренилась рабская сущность, рабская психология. Ты чьих холоп будешь, спрашивает Иван Васильевич. У Шпака. Чей холоп, спрашиваю. Холопы со времен Древней Руси – это слуги, находящиеся в полной собственности господ. Делать они должны то, что им поручат. Хоть уборку дома, хоть вооруженную охрану. Это тогда будут называться боевые холопы. У них полное юридическое бесправие. Жизнь и имущество холопа во власти хозяина. Убийство холопа осуждалось церковью, как грех перед Богом. Но во времена Ивана Грозного это юридически не преступление. Еще с конца правления Ивана III представители знати в обращениях к царю именуют себя холопами. Это обращение отменит только Петр I. Вместо этого было введено верноподданный раб. Потом Екатерина II еще дальше это реформирует, и слово «раб» из обращения также будет изъято. Просто верноподданный такой-то. Никто, кроме высшей знати, холопами царя себя не называл. Крестьяне в челобитных писали «сироты твои», к царю обращались на «ты», а духовенство – «богомольцы твои». Бояре же и князья начинают называть себя холопами только после того, как Иван III уже публично, демонстративно откажется подчиняться Орде. Прямо перед стоянием на Угре. Вот с этого момента и начинают именовать себя холопами. Такое самоопределение знати и даже правителей территорий, как холопов, использовалось не только на Руси. Холоп в русском переводе или раб, или кул, где-то в тюркских языках, использовалось для наименования зависимого правителя, то есть по-европейски вассала. Это не раб в современном смысле этого слова. То есть, называя себя с момента обретения страной полного суверенитета и независимости холопами царя,
бояре и князья не только не занимались самоуничижением, а напротив, они как бы повышали себя в должности. Раньше, когда Русь зависела от Орды, царем был хан Золотой Орды, а сам великий князь Московский по отношению к нему был холопом. А теперь мы холопы царя, потому что наш начальник, Иван III, сам стал независимым государем. Ну, в общем, как-то не выглядит иронично, с учетом современного значения этих слов. Но ничего обидного в этом не было. Какие Грозный провел реформы? Давайте очень коротко перечислим в том плане, в каком они способствовали расширению и укреплению нашего государства. Первое. При Грозном происходит Первый Земский собор. Этой традиции будет потом несколько столетий. Всесословный орган, куда избирают своих представителей все сословия. И этот Земский собор вместе с государем советует, решает, обсуждает. С помощью Земского собора и по его решениям проводится налоговая реформа, приказная реформа, то есть создаются прообразы министерств, принимается судебник новый. Время прошло, государство изменилось, отношения изменились. Создается Иваном стрелецкое войско, профессиональное, для того, чтобы часть самой боевой конницы всегда была под рукой, и вообще, чтобы рядом были люди, на которых можно опереться, Иван проводит такое нетривиальное кадрово-земельное решение и рядом с Москвой раздает земли тысячи избранных бояр и сынов боярских. Это гвардия своего рода Ивана, которая по первому свистку может собраться конно-людно и оружно и выступить в поддержку. Впервые ограничивается местничество. По крайней мере, запрещаются местнические споры во время войны. Это внутренние реформы. Больше всего нас интересует внешняя политика, рост государства. Основные 5 успехов по расширению государства Ивана Васильевича. Казань брал, помните? Астрахань брал. Давайте разбираться. Как Иван брал Казань? Казанское ханство, равно как Астраханское, Сибирское, Крымское ханство, это все осколки огромной, рассыпавшейся на составные части Золотой Орды. 2 занозы в теле московского государства. Крымское ханство и Казанское. Они были источником постоянных набегов. До взятия Казани в плену в рабском состоянии находилось до 100 тысяч, колоссальная цифра по тем временам, до 100 тысяч русских. Конечно, надо было разбираться и с Крымом, и с Казанью. Но с Казанью было легче. Во-первых, она была намного ближе. Во-вторых, за Крымом стояла Османская империя. Ну а в-третьих, в Казани была очень специфическая внутриполитическая ситуация. Сначала о том, что из себя представляло Казанское ханство, это не территория современного Татарстана. Нет, это гораздо большее государственное образование. Оно тянулось на юге до Саратова, на севере и на западе до московских владений, на восток до Уральских гор и граничило там с Сибирским ханством. Казань – первоклассная военная крепость, защищенная самым современным оружием и артиллерией. Далеко не все казанские татары служили Казани. Очень многие служили Москве, в том числе и в русском войске, и при царском дворе. В самой Казани была очень сильная русская партия, сторонников союза и даже объединения с Москвой. Таких политических партий там было на самом деле 2. Были татары за Москву, были татары за Крым и, соответственно, за Константинополь, за турок. Эти партии враждовали друг с другом, и периодически то одна, то другая захватывала власть и выдвигала своего кандидата в ханы Казанского ханства. Размещалось огромное количество русских купцов в Казани, там были наши торговые представительства, дворы. И даже целый стрелецкий полк размещался в Казани, поддерживавший нашего пророссийского хана. Когда в Москве к власти приходит Иван Грозный, в Казани побеждает прокрымская партия. Это нарушение союзнических обязательств. Более того, крымская партия повела себя не очень деликатно и устроили изгнание и купцов русских. Надо восстанавливать конституционный порядок, и организуется последовательно несколько походов на Казань. Походы неудачные по разным причинам. В конце концов, Иван Грозный понимает, для того, чтобы победить Казанское ханство, нужно создать опорную военную базу. Издалека овладеть Казанью нереально.
И молодой царь обратил внимание на идеальное в военно-стратегическом плане местоположение одной горы, буквально в 30 верстах от Казанской крепости. Это место станет городом Свияжском, русской крепостью прямо под носом у казанцев. Но вопрос, как быстро построить крепость в месте, где, во-первых, нет строительного материала, самое главное, нету времени. Начнешь стройку, а это годы, обязательно придут казанцы и разрушат. Решение было найдено фантастическое. Такое ноу-хау. Крепость была построена в верховьях Волги. Все бревна были пронумерованы. Проект крепости зафиксирован. Крепость была разобрана и спущена вниз по воде, для того, чтобы можно было собрать ее на новом месте. Прямо под носом у противника за 1 месяц Свияжскую крепость собрали с нуля. Причем это очень большая крепость. Она была больше по площади даже, чем огромный московский Кремль. Там были склады, резервы. Оттуда и началось покорение Казанского ханства. Помимо из ниоткуда возникшей крепости прямо у тебя под носом, вторым сюрпризом стало то, что значительную и чуть ли не большую часть русского войска составляли татары. Запомните, татары, только союзные Москве. А третьим сюрпризом стало то, что почти все народы, подвластные Казани, чуваши, марийцы, мордвины, все отказались выступать против Москвы. Договорились с Москвой о том, что перейдут в подданство великого князя. Напротив городских ворот были построены специальные туры, огромные передвижные деревянные штурмовые башни. С высоты крепостных стен велся непрерывный артиллерийский огонь по Казани. Далее, под прикрытием этих тур, русские засыпали ров, рыли подкопы под татарские укрепления, закладывали пороховые заряды, взрывали. Город пал, хан был пленен, но не казнен и даже не заточен, а принят на службу московскому царю. Он крестился, неоднократно после этого возглавлял отряды русской армии. Ну и, кстати, храбро воевал в Ливонскую войну, последний казанский хан на русской службе. А Казанское ханство с тех пор вот так и стало частью России. Поэтому, когда вам говорят завоевание Казани Москвой, это правда, правда ровно на 49%. По сути, это была гражданская война и столкновение разных партий татар внутри Казани. Одну из этих партий поддерживали Крым и Константинополь, а вторую партию поддерживала Москва. Сам факт штурма Казани, конечно, был. Поэтому на нашей картине Казань я написал черным. А вот Астрахань, следующий пункт, он не брал. Астрахань отдалась ему сама. Иван Грозный добавил к своему титулу еще царь Казанский и царь Астраханский. Еще позднее добавится всея сибирские земли-повелители. Также российскими оказались и земли Ногайской Орды. Это территория между как раз Казанью и Астраханью. Часть населения, которая не захотела признать власть Москвы, она спокойно собрала свои пожитки и откочевала в Крымское ханство. Так все Поволжье к середине XVI века стало русским. Торговать по Волге стало намного дешевле, пошлин-то стало меньше и намного безопаснее, потому что одна власть – порядок. Говоря об эпохе Ивана Грозного, о расширении страны, о фиксации ее колоссальных нарастающих объемов, нельзя не рассказать о таком поразительном в нашей истории явлении, как засечная черта. Мы все знаем про Великую Китайскую стену. В прямом смысле функционально. Это было сооружение достаточно бесполезное. Поэтому сегодня вокруг Великой Китайской стены столько мифологии. Говорят чуть ли не о том, что ее при Мао Цзэдуне построили. Мы это обсуждать не будем. Мы точно знаем, что нашу русскую Великую стену, которая была гораздо эффективнее, надежнее и даже больше, чем китайская, точно построили мы. Лесополоса на границе со степью. Далее, в строго определенном порядке, по инженерному расчету, деревья подрубались и опускались стволами в сторону врага под определенным углом. Пройти эту засеку конно вообще невозможно. В строю невозможно. Только просочиться сквозь нее, наверное, пешком и задрав всю одежду. Это единственный способ. Между засеками строились ворота, пункты пропуска, как на настоящей границе. Если был участок без леса,
Сооружались деревянные стены, иногда в 2 ряда, иногда в 3, а кое-где даже 4-рядные деревянные стены. Все охранялось. Длина этой засечной черты, куда там к китайской стене, более 1000 километров. После распада Орды Крымское ханство сделало работорговлю и похищение русских людей буквально главным бизнесом своим. У них был постоянный покупатель – османы. Туркам, их флоту, их стройкам нужен был постоянно приток рабской силы. И они очень хорошо платили за пленных русских рабов. Поступить с Крымским ханством так же, как с Казанью, с Астраханью, Грозный не мог. За Крымом стояли османы. В засечную стражу, которая несла там дозор, без лишних вопросов принимали всех желающих. Первым туда шли кто? Беглые. Там же селили военнопленных, которые желали сменить тюрьму на государеву службу. Из них были сформированы специальные мобильные дозоры. Ночной дозор. Настоящий. Не сказочный. Эти дозоры, все как в кино, небольшими командами уходили на разведку в степь. За каждым дозором фиксировался определенный участок, там 30-50 километров. Идущих в набег степняков заранее замечали, сообщали об этом на черту, после чего людей прятали в крепостях, скот уводили в лес, гарнизоны выдвигались вперед. Они должны были задержать противника максимально на черте, сколько можно, чтобы государь успел собрать встречную рать. Давайте посмотрим на наших западных соседей, Литву и на уже объединенное государство с Польшей, Речь Посполитую. Там были те же самые проблемы. Постоянные крымские набеги. Но там никакие масштабные стройки не проводились. Запирались в укрепленных крепостях и отсиживались там. А что произойдет с селами, это шляхту совершенно не интересовало. Ну и естественный результат. Когда приходилось защищать эту землю Москва, то население южных окраин шляхетству помахало ручкой при первой же возможности. Тогда, собственно, и родилась первая пограничная стража. Мы даже знаем имя первого начальника. Князь Воротынский, Рюрикович. Отличный полководец. Мелкие набеги засечная стража отражала. А вот когда шла большая орда, большое войско, конечно, это сдержать никакая засечная черта, никакие пограничники не могли. И вот в 1571 году крымский хан Давлет-Гирей с большой армией, 40 тысяч конницы, прорывает засечную черту, и ничто не может его остановить. Вся наша армия увязла на Ливонской войне, врывается в Москву. Ну, взять Кремль он не мог. Помните, я задавал вам загадку? Кремль вообще никто взять не мог штурмом. Мы только сами могли по глупости открыть ворота. Но Давлет-Гирей сжег Москву, нанес колоссальный ущерб. Но самое главное, несколько десятков тысяч москвичей были уведены в полон, в рабство. Крымчаки решили, что все. Вот. Следующим шагом будет полное покорение Москвы. Они уже предполагали, что Москва станет частью Крыма. Не Крым наш, а наоборот. Москва крымская. Давлет-Гирей объяснил турецкому султану, своему сюзерену, что сейчас самый правильный момент для нанесения окончательного удара. Выпросил у него, кстати, 7 тысяч янычар, самой суперэлитной по тем европейским меркам боевой силы, с огромной вдвое больше 80-тысячной армией, а также вместе с обозами, женщинами, имуществом двинулся на Москву. В этот раз Давлет-Гирей сказал: «Я не иду с набегом. Я иду в Москву царствовать». Армии, способной остановить его, у нас не было. Еле-еле набрали по разным сусекам чуть более 20 тысяч копий. Собирали и немецких наемников, и пограничную стражу, и опричников, и детей боярских, и дворянскую конницу, и даже запорожцев позвали. Но все равно получилось вчетверо меньше, чем у крымчаков. Хан совершил большую ошибку. Он почувствовал себя победителем. Он не мог себя не почувствовать. Иван Грозный покинул столицу, уехал и, по слухам, даже вступил в переговоры с англичанами, прося английского посланника выхлопотать возможность временного политического убежища в Англии. Слава богу, до этого не дошло, потому что наверняка бы обманули и кинули в последнюю секунду, как они делали после этого неоднократно. Вспомним судьбу нашего Николая II. Тем не менее, в столице армии почти нет. Столица готовится к обороне. Единственный, кто может остановить Давлет-Гирея, это Воротынский и Хворостинин. Они догоняют армию Давлет-Гирея, наносят ему удар как бы в спину. Давлет-Гирей разворачивается, но русские уже построили Гуляй-город, знаменитую крепость из сплетенных
по определенной системе связанных цепями повозок, толстых щитов деревянных, которые не то чтобы там стрелами не пробьешь, там только пушками, а пушек-то особых у татар нет, это все-таки конная армия. Они пытаются штурмовать Гуляй-город, у них ничего не получается. 3 дня идет страшная кровавая сеча вокруг Гуляй-города. И вот в последний момент, очень важно почувствовать этот важный переломный момент, наши воеводы выводят тайно часть армии и ударяют татарам в спину. Оказавшись зажаты между нашими с тыла и Гуляй-городом, в татарских рядах паника, гибнет несколько татарских военачальников. Они бегут до Оки, наши преследуют. В общем, из 80-тысячного войска в живых осталось 15 тысяч. Такой колоссальный урон в живой силе был нанесен Крымскому ханству, что после этого уже никогда более не могли они собрать большой армии для большого похода на Москву. А несколько десятилетий, пока не восстановилось мужское население боеспособное, не было набегов на Русь вообще. Это битва при Молодях на самом деле один из переломных моментов поворотных в русской истории. Если бы войско Воротынского Хворостинина было разбито, если бы Давлет-Гирей захватил Москву, если бы, упаси Господи, Иван Грозный действительно покинул страну, то, скорее всего, страны бы больше и не было в том виде, в котором мы имеем ее сегодня. И поэтому битва при Молодях, ну уж ничуть не менее значима для нашей истории, чем Полтава, чем Куликово поле. Просто о ней забыли, потому что не модно было вспоминать великим историкам, либеральным в XIX веке, да и советским историкам как-то не пристало говорить об Иване Грозном как спасителе Отечества, как о победителе. Ну, тем более, что, скажем честно, тут вот личной роли он не сыграл. Тут сыграла роль армия нового типа, сыграла роль организация военного дела. Ну и, конечно, талант наших военачальников и храбрость насмерть стоявших русских воинов. Поподробнее узнать о битве при Молодях я приглашаю вас в свой любимый музей военной формы на Большой Никитской, 46, в центре Москвы. Там есть даже отдельный экспозиционный зал. Такая небольшая реконструкция, которая называется «Битва при Молодях». Вы можете подержать в руках оружие воинов Ивана Грозного, оружие татарское, ну, реплики, конечно. Ну и попросите специальную экскурсию, вам расскажут массу интересных деталей. Вот эти вот таблички. Чей сын, внук Иван Грозный, замещаем вот этой табличкой. Какие территории народы присоединились к России в эпоху Ивана IV. Говорить об Иване Грозном, не рассказывая об опричнине, практически невозможно. Казни, террор – все это стало неотъемлемой частью его истории. Ивану Грозному 35, опричнина за 1565 год. И прежде чем говорить о ней, надо понять контекст. По сей день ученые не могут объяснить, почему был предпринят этот, на первый взгляд, необъяснимо абсурдный шаг. Итак, 1565 год, разгар Ливонской войны. К этому моменту в царстве Грозного все прекрасно. Занята Казань, Астрахань, огромные территории присоединены к России. Башкиры добровольно и все соседние народы в огромном числе входят в состав Московского государства. Признает свою зависимость Ногайская Орда, это гигантская территория. И вот взгляд Грозного устремляется на запад, в сторону Ливонии. Но здесь война затягивается, царь вводит режим, как бы сейчас сказали, чрезвычайного положения. В историю этот режим вошел под названием опричнина. Так называли небольшой удел, который получала вдова после смерти мужа во временное владение, ну, чтобы просто было на что жить. Вот этот удел назывался опричнина, как бы часть, кроме оприч, больших владений, которые доставались уже наследникам мужа, взрослым сыновьям, или возвращались к государству, если некому было служить. Мы помним с вами, что помещик помещался на землю на время службы государству. Вот пока служит, он с этой земли получает доходы. Либо передает это детям, которые продолжают служить в армии. Ну а если никого нет,
все возвращается обратно государству, за исключением небольшого удела, опричнины. Что происходит? Неожиданно, воспользовавшись совершенно несущественным поводом, Иван Грозный исчезает. Просто исчезает из столицы. Выясняется, что вместе с семьей, частью Боярской думы, охраной, как бы сейчас сказали, и самое главное, царской казной, он уехал в Александровскую Слободу. Ныне это город Александров. Никому ничего не сказав. Москвичи, боярство в шоке. Что случилось? Нет царя, нет власти. Из Александровской Слободы Грозный шлет письма. Одно письмо в Боярскую думу, второе письмо он направляет жителям Москвы. Впервые в истории царь напрямую обращается к москвичам. Отказываясь от трона, он царствовать более не хочет. Он обвиняет во всем боярство, церковников, обвиняет их как бы заочно в изменах. Говорит: на народ у меня гнева и опалы нет, а вот с этим правительством, с позволения сказать, и как бы сейчас сказали, парламентом и прочими, я ничего общего иметь не хочу. Бояре в шоке. Чуть ли не на коленях ползут в Александровскую Слободу, умоляя царя вернуться. Царь стоит на своем, требует выполнения определенных условий. Первое. Царь требует, как бы сейчас сказали, сверхполномочий. Править, цитирую, «якоже ему годно и свободу в животе и казни изменников по своему усмотрению». Следует еще второе требование – выделить себе в личное владение часть территории государства, где будут созданы особые органы управления, будет вестись своя финансовая политика, отдельная казна и создана отдельная армия. Эта часть территории выделяется Грозному в удел, как вдове, и будет называться опричнина. А все остальная русская земля называется земщина. Ей пусть управляет Боярская дума, вмешиваться в ее дела царь не будет. В общем, живите как хотите. Что происходит далее? Царь возвращается. В Москве строится опричный двор на современной Манежной площади прямо рядом с Кремлем. То есть, по сути, возводится второй Кремль. Формируется корпус опричников. Поначалу из 1000 дворян. Отбирали туда по блату, как бы сейчас сказали, по рекомендации, внимательно смотрели резюме, семью. Опричники выстроены как монашеская община. Они даже одеваются в черное, как монахи. Кони в основном вороные, к седлам приторочены собачьи головы и метлы. Знак того, что верны мы государю как псы, а измену будем выметать поганой метлой. Жуткий совершенно имидж царского особо приближенного спецназа. Вопрос в другом. Но давайте все-таки от формы перейдем к содержанию. Вот зачем Грозный все это придумал? Основная версия, которая приводится в учебниках, чтобы подавить боярскую оппозицию, установить контроль над Боярской думой, церковью и вообще над всей элитой тогдашней Руси, которая якобы Грозному мешала править самовластно, как подобает самодержцу. Но только подавлял царь отнюдь не только Боярскую думу, подавлял и дворянство, и горожан. Страдали все. Не очень верится, что это было единственной и главной причиной. Выдвигается идея, царь хотел провести обновление элит. Иван Грозный мыслил вот в таких категориях. Они провести ли мне обновление элит? Странно. Есть интереснейшая версия ученых. Иван Грозный, будучи человеком глубоко набожным, религиозным, готовился к концу света. Ну, мы знаем, что действительно многие предсказывали где-то там в конце XVI века плановое конец света, летоисчисление шло ведь совсем по-другому. Круглые даты приближались. Но это как у нас эффект цифр 2000, ну, то же самое, только 500 лет назад. Поразительная версия. Ну и, наконец, самое очевидное, что просто царь сошел с ума. Скажу вам честно, и после введения опричнины Грозный умудрялся принимать столько нетривиальных решений, умудрился выкручиваться из такого количества ситуаций, из которых выкрутиться, казалось бы, невозможно, что вот в то, что он сошел с ума, просто я не верю. Конечно, какая реформа опричная без денег? Царь обложил земщину, оставшуюся часть своей страны, а точнее говоря, элиту, жившую там, огромным налогом, по сути, контрибуцией в размере 100 тысяч рублей. Владельцы поместья зоны опричнины переселялись, на их места селились опричники. Но это хорошо, если просто переселялись. Многие были схвачены, арестованы, казнены. На каком-то этапе опричнины
Грозному донесли, что созрел заговор. Хотят его убить, выдать польскому королю. Заговора, судя по всему, никакого не было, но Грозному нужен был повод. Казнили семьями, жертв сотни. Апофеозом опричного террора стало, как мы знаем с вами, разгром Новгорода и Пскова. Историки считают, что жертвами казни и новгородского погрома стало от 7 до 10 тысяч человек. Грозный вообще удивительный человек. Он после опричнины стал составлять списки убиенных, каяться и рассылать эти списки по монастырям. Царским указанием молиться за души убиенных. Опричнина продолжалась у нас официально с 1565 по 1572 год. 7 лет. А что происходило в этот момент в мире? Не для оправдания. Одновременно с опричниной происходит в Париже преснопамятная Варфоломеевская ночь. Оценки разные, но убито не менее 3000 гугенотов за одну ночь в столице. Потом считается в других городах еще 1010. Это существенно превышает количество, даже по максимуму, жертв опричного террора за все 7 лет. Дочь Генриха, Мария Кровавая, пытаясь восстановить католичество, лично приказывает сжигать заживо протестантов. Сжигают их по всей Англии сотни. У нас это все-таки не носит форму упорядоченного закона. А в Англии, пожалуйста, кровавое законодательство Тюдоров. Это законы против нищих и бродяг. В Англии во времена Ивана Грозного было казнено, опять же, по разным оценкам, несколько десятков тысяч несчастных бывших крестьян. Аналогичные законы принимались и в Нидерландах на законодательном уровне, без всяких эмоций. Как поступали с мятежниками? Герцог Альба тоже создал комиссию свою по принципу опричной или по принципу ВЧК, как бы сейчас сказали. И в каждом городе просто для профилактики Альба вешал по несколько десятков горожан. Делал это публично. Также, чтобы принудить к сдаче мятежные нидерландские города, в одном из городков, который взял штурмом Альба, опять же, профилактически, были казнены вообще все жители, включая женщин, детей и стариков. Однако символом варварского деспотизма европейские историки сделали Грозного. В английском переводе Иван Грозный, как мы помним с вами, Иван Ужасный, Иван the Terrible. Нельзя не упомянуть еще один сюжет, общеизвестный. Это убийство Грозным наследника, своего старшего сына. Всем известна соответствующая картина Репина. Картина эмоционально мощнейшая, и она, конечно, затмила все сочинения исследований историков, и теперь каждый знает, что Иван Грозный в приступе гнева убил своего сына, ударив его палкой или посохом по голове. За что ударил? Вроде бы как застал жену сына в каком-то неподобающем обличье. И вот, осерчав, стал свою невестку бить. А сын за нее заступился, и прилетело. Вот эта версия изложена папским легатом Пассивино, который, опять же, погрузимся в исторический контекст, приезжал в Москву к Грозному не просто так, а чтобы склонить его к принятию Флорентийской унии, подчинить православие папскому престолу. Ничего с этим не получилось. Пассивино получил отворот-поворот. И уж, как говорится, на обратном пути, по возвращении, все, что мог дурного, все сплетни, все разговоры, все про Грозного написал. Верить этим источникам? Не знаю. Карамзин приводит другую версию. Иван Грозный разозлился за желание сына пойти на фронт, вот на ту самую Ливонскую войну. Верите? Не очень. Еще один источник, английский, Жером Гарсей, написал, что Грозный напал и до смерти забил своего сына, будучи недовольным распоряжением сына выдать какому-то дворянину несколько лошадей без ведома на то царя. Верите? Я не очень. Особенно с учетом того, что тот же Жером Гарсей изложил также и свою версию смерти самого Грозного. По его версии, царя ни много ни мало задушили приближенные, поскольку он достал их своим самодурством. Такой вот ненадежный источник. А среди всего этого изобилия версий известно только одно, что умер сын Грозного не в Москве, умер он по пути куда-то на Богомолье, и явно спустя, по-моему, несколько недель после вот этого описываемого эпизода ссоры с отцом. Опять же, это ни о чем не говорит.
мог умереть и в связи с какими-то побоями, а мог просто заболеть и простудиться. И, как говорит один мой знакомый историк, изучавший эту тему специально, в отсутствии доказательств должна работать презумпция невиновности. И надо считать, что Грозный не убивал своего сына ни нарочно, ни случайно, ни в припадке гнева, никак вообще. Я никакую из версий в данном случае вам не навязываю. Как говорится, думайте сами. А вообще, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, вольно изложу его слова из одного письма, на мой взгляд, очень глубокие. «Я терпеть не могу свое правительство и многие порядки, установленные в нашей стране, но еще более не терплю, когда за эти порядки нас критикуют иностранцы». Нельзя не рассказать о Ливонской войне, которая, собственно, и стала, наверное, одной из причин внутреннего террора в стране. Ливонский орден – это не совсем единое государство. Это такая сложная конфедерация, объединение под защитой и протекцией немецких рыцарей, нескольких субъектов власти. Там были и земли епископства, и самоуправляющиеся города, и разного рода общины, и, собственно, владение Ливонского ордена рыцарства, примерно современная Прибалтика, окружен он молодыми хищниками. С одной стороны Швеция, которая только-только получила окончательную независимость от Копенгагена. С другой стороны Польша, которая борется за расширение своего выхода к морю. С третьей стороны Дания, еще со времен Александра Невского. Датские рыцари участвовали в Ледовом побоище, кто не знает. Датчане имели свои форпосты, колонии на Балтийском побережье. Ну, а, собственно, город Таллин, как переводится? Правильно. Таллин – это по-эстонски датский город. Далее Литва, Великое княжество Литовское. Оно ближе всех как бы к ордену, подпирает его с юга. И, конечно, хочет завладеть этими территориями и, самое главное, выгодными морскими портами. Ну и, наконец, с точки зрения московского государства, территория Ливонского ордена, вплоть до Пруссии, это тоже полностью либо частично отчина старых Рюриковичей. То есть мы имеем моральное право на эти земли. Ну и, наконец, самый главный аспект денежный. Русь издавна торговала с Северной Европой, со староновгородских времен еще. Но вот с появлением и укреплением Ливонского ордена, с появлением крестоносцев, эта торговля стала существенно менее выгодной. Наши корабли напрямую не пропускали. Огромные накрутки на товар. Знаете, какая была разница в цене между закупочной ценой пушнины и розничной ценой в Европе? В 50 раз. Ну, кстати, чтобы вы понимали, почему пушнина в те годы была дорогостоящим товаром. Для Руси это были, как сегодня, поставки стратегического сырья. Прежде всего, это был элемент статусной одежды. Как сейчас ходят девушки с какими-то немыслимыми сумочками брендов за совершенно немыслимые деньги. Хотя мы все понимаем, что вот этот кусочек кожи, выделанный в Китае, ну никак не может стоить вот этих безумных денег. Потребительская стоимость их несопоставима никак, ни в каком виде с той ценой, которая платится за них как за предмет статуса. Точно так же предметом такого статуса был соболь, норка, писец, бобер. Тогда в Европе было гораздо холоднее, чем сегодня. Зимой замерзал Дунай, замерзали каналы в Голландии. Все-таки от мехов была определенная потребительская польза. Поэтому дорого. Были у нас и другие претензии к Ливонскому ордену. Однажды в Россию выписали 300 специалистов из Европы. Врачей, горных мастеров, металлургов, оружейников, строителей. Должны были приехать к нам, обучать новым технологиям. Получили задаток существенный. Ливонцы всех их задержали, арестовали и даже продержали без суда, без всякого, несколько лет в заточении. Мы пытались построить порт на реке Нарва, чтобы получить хороший выход к Балтийскому морю. Не выпускали наши корабли оттуда, потому что, опять же, конкуренция, экономика. Не хотят выпускать русских купцов к прямой торговле в Европу. Поэтому речь не идет о какой-то исключительной агрессивности Грозного. На земли ослабевшего Ливонского ордена зарились все соседи. И вопрос заключался только в том, кто первый нападет. Ближний член избранной Рады Адашев, отвечавший за внешнюю политику, нашел замечательный повод для начала боевых действий. Выяснилось, что Ливонский орден очень много должен Москве. Мы помним с вами, что город
Тарту, замечательный эстонский, он же немецкий город Дербт, на самом деле является русским городом Юрьевым, основанным еще Ярославом Мудрым. Много лет назад ливонцы обещали выплачивать за Юрьев некую форму арендно-фиксированных платежей. Сначала обещали Пскову, не платили. Потом, когда Псков стал частью русского государства, должны были платить Москве, но тоже не платили. Адашев раскопал эту историю, начал переговоры, пригласили ливонских послов и предъявили им счет. Послы Ливонского ордена пришли в ужас от этой суммы, а делать ведь нечего, по документам все правильно, надо платить. Стали тянуть. Иван Грозный большой был мастер пиар-ивентов. Как-то пригласили ливонских представителей в Кремль на пир. Дело почетное, приятное. Пришли, расселись в палатах, за столами. Иван Грозный сам во главе главного стола. Бояре, как в фильме про Ивана Васильевича, начали заносить явство. За все столы, кроме того стола, за которым собрались послы. Вот так пир и шел несколько часов. И уйти вроде как не гоже. И не накрывают. Все, что вы должны были съесть, в счет Юрьевской дани пойдет, в счет долга. Так что немножко вам скостим. Вот. В следующий раз еще заходите. 1558 год. Долги не выплачиваются. Начинается Ливонская война с Ливонским орденом, с немецкими рыцарями, ну а потом с несколькими государствами одновременно. Военную мощь крестоносцев русская армия сокрушила довольно быстро. Но не ожидали, что произойдет. Не удалось быстро занять всю территорию Ливонии. И тогда те кусочки Ливонии, территории, которые входили в условную Ливонскую конфедерацию, видя наступление русских и их победы, очень быстро попросились под защиту соседних государств – Польши, Литвы и Швеции. Это означало, что Иван Грозный оказывался в состоянии войны не только с Ливонским орденом, но одновременно еще как минимум с 3 странами. Пытались договориться, пытались как-то маневрировать. Не получалось. Датчане тоже стали помогать нашим противникам. Началась изнурительная, более 25 лет, война с коалицией союзников. Пришлось воевать, как бы сейчас сказали, с частью НАТО. Внутри нашей страны отчаяние, вводится опричнина, пытаются усилить армию опричниками. Но они все-таки не совсем профессиональные военные, и опыта у них маловато. Естественно, ослабевшая Москва тут же подвергается удару со стороны Крыма. Хуже всего, когда королем Польши был избран Стефан Баторий. Венгр по национальности, одаренный полководец, нанес несколько чувствительных поражений войску Ивана Грозного и даже перенес боевые действия уже из Ливонии на русскую землю, осадил Псков, Великие Луки, но вот тут дальше нашла коса на камень. Взять Псков Стефан Баторий не смог. Когда войска НАТО пришли к нам, вот тут началось удивительное явление, о котором Баторий потом писал в Краков, что с русскими воевать невозможно. У них появились партизаны. Уходят в лес, нападают на отряды, жгут. Вот это явление впервые образно описывается как раз Стефаном Баторием. Но это из хорошего, как говорится. Давайте называть вещи своими именами. Ливонская война все-таки была захватнической со стороны Ивана Грозного. Все эти претензии на старые отчины в Прибалтике были весьма условны. Хотя денег они были нам должны. Но когда война переходит уже на нашу, на русскую землю, на Псков, она сразу приобретает характер отечественной. Россия вышла без больших территориальных потерь, но очень ослабленной. Во-первых, экономика. Не рассчитали силы, надеялись на блицкриг, на скоропалительную войну только с одной Ливонией, а получили войну против Северной Европы. Во-вторых, международная изоляция. Иван Грозный понимал, насколько это опасно и недопустимо, маневрировал, искал союза. Он искал союза, например, с Швецией, пытался выбить ее из антироссийской коалиции, заключив брак. Причем этот брак предлагал ему сам шведский король. Забавная довольно история. Он предложил супругу своего младшего брата в жены Ивану Грозному. Я уж там не знаю, какие были отношения между шведским королем и братом. Новым королем стал брат, который, естественно, свою супругу Грозному не отдал. Более того, с удвоенной злостью стал воевать против русского государства. Вообще, Иван Грозный и женщина его – это отдельная тема. Пытался заключить союз с Англией точно так же, через брак с Елизаветой. Тоже ничего не получилось. Войну проиграли. Скажем честно, легко отделались. Теперь о следующем пункте
нашего расширения русской земли покорения Сибири или войны против сибирского ханства. Понимаете, это все-таки земли кочевников, и твердых границ у них нет. На древних картах от Урала и до Тихого океана эта земля обозначалась Тартария, земля неизвестная. Есть несколько версий возникновения слова «Сибирь». От монгольского «шибир», то есть болото, болотистая местность. От самоназвания местных татар, которые называли себя сабырами. Есть версия от тюркского «сибер», что означает «красивый». Мне кажется, все эти версии в равной степени имеют право на жизнь. Действительно, земля очень красивая. Земля, где живут богатыри. Климат там местами непростой, много мошки, болот. Это тоже правда. Когда Орда распалась, появилось Сибирское, иногда его называют Тюменское ханство. От соединившейся Золотой Орды сибирские ханы сразу запросили протектората у Москвы. Ведь Иван Грозный заявлял себя не только как наследника Рюриковича, но и как наследника Орды. Поэтому он царь, Цезарь. По логике Ивана Грозного, это его вотчины или нынешние, или будущее. И вот сибирские ханы, чтобы отстоять свой суверенитет от южных ханств, обратились в Москву. Иван Грозный велел считать их своими данниками и обещал помощь. Беки получили из Москвы ярлык на княжение, должны были выплачивать ежегодную дань, символическую, соболья шкурка с каждого мужчины-охотника. Однако бухарцы, южные ханы, со своим войском пришли, а Иван Грозный их не защитил, потому что был полностью отвлечен на войну в Ливонии. И вот бухарцы эту территорию захватили, правителем стал известный нам по школьным учебникам хан Кочум, который не только захватил Тюмень, Сибирское ханство, но и стал активно нападать на соседей. В первую очередь на владения Строгановых, наших купцов. Строгановым на тот момент принадлежали огромные территории на границе с Сибирским ханством. У них была своя, как бы сейчас сказали, частная военная компания. Казаки с пищалями, с пушками даже, как положено. Строгановы снаряжают свою ЧВК. 1581 год, Ермак. В отряде Ермака меньше 1000 человек. 540 казаков и еще 300 литовцев и немцев, нанятых из пленных с Ливонской войны. Ермак воспользовался тем, что Кучум с основной своей армией в этот момент как раз грабил русских, где-то ушел в поход. Ермак, почему Ермак его зовут? Потому что он на самом деле Ермолай. Ермак Тимофеевич – это Ермолай Тимофеевич. А в своем войске, среди казаков, конечно, обращались к нему по прозвищу. Как бы сейчас сказали, был у Ермака свой позывной. Знаете, какой позывной у него был? Это сразу объяснит вам его характер. Токмак. Токмак на старом русском – это такая большая деревянная колотушка. Казаки шли в никуда, в неизвестность. Проиграть они не могли. Помощи было ждать неоткуда. Были пушки, которых не было у татар хана Кучума. Разве это главное? У казаков Ермака был не просто энтузиазм, страсть. И только эта страсть обеспечила им победу. Местные тоже были не против, поскольку, я напомню, хан Кучум для них был чужаком. Его отец захватил власть, свергнув ту местную династию, обращавшуюся за помощью к Ивану Грозному. Почему еще они поддержали Ермака и вообще московскую власть? Гораздо более мягкая, комфортная налогообложение. Товарообмен с Москвой, оружие, железо, гвозди, инструменты был гораздо более выгодным, чем то, что производилось внутри, и то, что могли в перспективе когда-нибудь, может, оттуда из пустынь Средней Азии привезти торговцы хана Кучума. В-третьих, веротерпимость. Главное конкурентное преимущество русских первопроходцев. И, наконец, военная защита. Военная защита казачья-то покрепче будет, чем этого хана Кучума. Ермак налаживает отношения с местными жителями. Присяга Ивану Грозному сопровождается полностью всеми необходимыми местными обрядами. Можно приносить присягу на медвежьей шкуре, пить из золотых кубков, проходить между половинками рассеченной собаки, привести в православие не торопили. Люди сближались постепенно на бытовой почве. Появилось множество смешанных браков. Кстати сказать, все русские в Сибири всегда были и останутся вольными. Крепостное право, слава богу, не появилось. Местные облагались, охотники, небольшим меховым ясаком. Недавно мне в руки попал номер
журнала «Дилетант». Любопытнейшее чтиво. Знаете, «Дилетант» интересный журнал, но политическая позиция издателя, она прямо из каждой строки. Вот пишут авторы. На покорение Сибири понадобилось 300 лет. Покорение завершилось, когда Япония признала наши права на Сахалин в конце 19 века. Какие 300 лет? Нет слов комментировать это, поскольку самые отчаянные западные ученые-русофобы и то датой завершения покорения, со словом я не согласен, покорение Сибири считают присоединение Чукотки при Екатерине II. Но «Дилетант» их переплюнул. В Сибири соболи истреблялись точно так же, как бизоны в Америке. Друзья мои дилетанты, соболя в Сибири немерено сейчас. Где бизоны в Америке? Расскажите, покажите. Ну, за исключением, может, каких-нибудь зоопарков. Сравнивают истребление местных народностей сибирских с истреблением индейцев. Сколько было индейцев в Америке, сколько их сейчас. А теперь посмотрите численность народов в Сибири, любых покоренных, и численность народов в Сибири сейчас. Мы поговорили про Ливонскую войну, поход Ермака в Сибирь, опричнину, а, собственно, как жила страна при Иване Грозном. Начнем с местничества. Выражаясь языком учебника, система иерархии знати, определявшая порядок занятия должностей на госслужбе, определявшая место человека, которое он занимает. Место лица в этой иерархии определялось, во-первых, служебным положением предков и родственников, а во-вторых, давностью этого положения. Кто-то претендует на занятие должности воеводы, или там несколько кандидатов. Лицо, у которого воеводой в этом городе либо в соседнем был дед, имел больше шансов. Он мог претендовать на более высокое назначение, чем тот, у которого боярином или воеводой был только отец. Учитывалась только мужская линия рода. Кем были родственники жены матери, значения не имело. А ведь занимая ту либо иную должность министра, руководителя приказа и далее все ниже, 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 все эти отношения, кто кем кому приходился и как долго, все это имело значение. Нереально сложная запутанная система. В местничестве, получается, знаете, как в теории относительности Эйнштейна, объединялись два необъединимых понятия – время и пространство. Кто ты по очереди и как долго в этой очереди существуешь. За правильностью рассадки назначений следил разрядный приказ. В случае возникновения спора были специальные толстые справочники, как называлось, скорого приискания случаев. Ну, куда там лондонским юристам современным, они сошли бы с ума. Там также содержались разные сведения как о повышении в карьере вместе, так и о понижении. Например, были сборники сведений специальные о низких, позоривших тот либо иной знатный род службах. Стрелецким командиром служил кто-то из бояр. Или в приказе, но не начальником, а по молодости курьером, писцом. Тогда, если ты занимал службу не по месту, а более низкую, по любым причинам, ну, деньги были нужны, или царь так решил, это накладывало отпечаток, и твой статус и место в лестнице понижалось. Существовал специальный боярский суд, знаете, суд чести, который разбирал подобные споры. За личные заслуги можно было быть повышенным, либо вступив в родство, например, с царской семьей. Главная твоя заслуга – это твои предки. Они определяют твое место в текущей и будущей жизни. Иван Грозный, придя на царство, как мог поначалу по молодости эту систему упорядочил, но потом он увидел, насколько даже в таком отредактированном варианте местничество мешает реальной жизни, поэтому было принято Грозным эпохальное для своего времени решение. Он объявлял безместье на период войны, а война у нас шла все время с кем-то. Вплоть до окончания войны должно временно перестать считаться, кто из воевод, у кого окажется в подчинении случайно у младшего. Это не будет считаться прецедентом, не будет учтено в разрядных книгах. То есть он не опозорится, не обесчестится и не спустится в этой супертаблице куда-то вниз. Теперь о кормлении, как все думают сейчас. Назначили на кормление, вот обирай народ и этим кормись. Нет, это награда.
Это как орден. Кому шло? Воеводам, чиновникам, судьям, наместникам. Означало право содержаться за счет взимания с населения в свою пользу различных кормов. Корма могли быть хлебом, мясом, сыром, сеном, ну и так далее. Вот кормление, как награда, давалось ненадолго. Обычно на год-5, ну, в зависимости от того, что ты заслужил. При этом кормящийся работал, то есть он нес какие-то административные обязанности, должен был судить, разбирать конфликты, как бы сейчас сказали, проводить какое-то время в офисе, в избе наместника, приказной избе. Чиновникам выдавались особые грамоты, в которых фиксировались не только сроки, но и нормы взимания кормов. Эта система была молодым Иваном Грозным в 1556 году, когда ему 26 минуло, тоже ликвидирована. Но почему? Не потому, что считалось несправедливой. Нет, из рациональных соображений. Во-первых, росло число людей на кормлении. Заслуженные люди старые ведь не умирали, никуда не девались, а новых чем-то надо награждать. Поэтому кормления эти дробились. А чем меньше кормления, тем меньше доход. Кормящийся начинал искать варианты заработать. Поэтому коррупция, неправедные решения, поэтому жалобы. Система была реформирована и проведена земская реформа. Было введено, невозможно себе это представить, сословно-выборное самоуправление. То есть свободные люди, горожане, крестьяне свободные, черносошные государственные, по властям, в посадах выбирали себе сами начальников, председатели ТСЖ. Назывались они по-разному, где-то старосты, где-то целовальники. Ну, целовальники, потому что они крест целовали, что будут судить справедливо и честно. Где-то назывались излюбленные головы. И вот эти руководители органов МСУ должны были без всяких кормящихся напрямую собирать с народа подати налоги и доставлять их в столицу. Самоуправление привело к тому, что доходы казны увеличились. Ну, а главная реформа молодого Грозного, реформа армии, принцип дворянского ополчения, дворянской конницы, массово утвердился еще при Иване III. Но Иван Грозный это дело регламентировал. Он был вообще по молодости человеком очень системным. Было принято тогда же, Грозному 26, уложение о службе. Ну, сейчас бы это назвали законом о всеобщей воинской повинности. Уложение о службе регламентировало порядок службы дворянской конницы. Сын боярский, владелец вотчины или поместья, должен был выходить конен, люден и оружен. Что такое конен и оружен, мы понимаем, на коне боевом и в полном вооружении. А что такое люден? С конными вооруженными холопами. Если приводил меньше, чем полагалось по разряду, то его штрафовали, наказывали. Если приводил больше, чем положено, он получал хлебное и денежное жалование, оно нормировалось, все было прописано. Оговаривались сроки службы. Мы сейчас тут спорим, там, с 18 до 28 срок призыва. Для понимания, срок службы любого землевладельца при Иване Грозном был с 15 лет до смерти. Это были дворяне, посаженные на землю с целью служить. Обычно давали дворянину не менее 150 десятин земли, примерно 150 гектаров. По современным меркам урожайность была невысокая, и вот эти 150 гектаров могло обработать 4, максимум 5 крестьянских семей. Вот эти 4-5 крестьянских семей и содержали одного конного воина. Но вопрос вот в чем. Конница – это прекрасно. Но эпоха огнестрельного оружия, с коня стрелять из ружья неудобно. И вот тогда Иван Грозный придумывает новое войско. Это уже абсолютнейшая его инновация – войско стрелецкое. В 1550-м в Москве отбираются горожане, 3000 поначалу. Им дали землю, раз, в Москве, в черте города. Деньги на постройку дома, 2. И жалование. Жалование стрельцам составляло 4 рубля в год, 33 копейки в месяц. Для сравнения, это не очень большие деньги. Разнорабочий в городе, как правило, тогда зарабатывал 1 копейку в день. Цены какие были? Курица – 1 копейка. Лошадь – сколько угодно, от 1 рубля и выше. Боевой конь настоящий мог стоить и 15 рублей, а бывало и 20. Ну, конь – это майбах. Только цена на черную икру меня заставляет вздохнуть по старым добрым временам. Копейка – чуть побольше за килограмм. Служба для стрельцов была выгодна еще чем?
полное освобождение от налогов, право заниматься любыми ремеслами и любой торговлей, беспошлинно. Свободного времени много, между войнами и сборами, пожалуйста, открой лавку, торгуй, ну, либо мастери что-нибудь. Стрельцы снаряжались пищалями, саблями, шпагами, кстати, как и мушкетеры, или бердышами, длинными топорами с искривленным лезвием. Это на самом деле страшное оружие в рукопашной схватке. Вообще во многом на мушкетеров стрельцы походили. Если атрибутом мушкетера широкополая шляпа, аркебуза, это ружье с фитильным замком, и шпага, то стрелец с бердышом, также с саблей и пищалью, но в шапке меховой. А форма у стрельцов была красивой и уникальной. Иван Грозный придумал форму единообразную, шапка, кафтан, сапоги, штаны, все единообразного покроя, но цвета разного. Они могли быть не только красные с золотым шитьем, но еще коричневые, зеленые, синие, желтые. Каждый стрелецкий полк имел форму своего цвета. Отличать удобно на поле боя, видно издалека, кто где, как стоит, какую позицию занимает. И красиво, красиво. Кстати, у мушкетеров, французских бедолаг, ничего этого не было. Единообразные плащи голубые – это все фантазии кинематографистов. Стрелец был универсальным воином, возможно, даже более универсальным, чем мушкетер, поскольку он владел одинаково саблей, шпагой, пистолетом, кинжалом, должен был уметь стрелять из пушки и бросать гранату. Железный либо стеклянный шар, начиненный порохом с подведенным фитилем. Артиллерия. Тогда еще не бог войны. Артиллерию у нас завел системно, опять же, дед великий Иван III. Но при Грозном артиллерия развивалась. Все службы, все мастера, производство, обслуживание, запчасти – все было объединено в пушечный приказ. Там же служили инженеры, которые занимались подкопами, подземными ходами, подрывами, сооружением башен штурмовых. Служба в этом приказе была сложной, опасной и, честно говоря, непрестижной. Все хотели в конницу, поэтому привлекали только высокой зарплаты. Почему артиллерия была тогда еще не так эффективна, как позже? Потому что разрывались пушки при стрельбе, если их не охладить. Охлаждали водой с уксусом. В среднем один выстрел в час, пока не остынет, иначе разорвет. Изобрели картузное заряжание. Немного ускорился процесс. Картуз – это такой мешочек с порохом, который таким вот банником забивали в дуло. Бородино, помним, да? Забил заряд я в пушку туго. Методика сохранилась аж до 19 века. Знаменитая царь-пушка, по-настоящему внесенная в Книгу рекордов Гиннесса как орудие самого большого калибра, она должна была стрелять, ну, ядер таких не делали, уж точно бы либо разорвало, либо не вылетело. Она стреляла картечью, только не железной, а каменной, в мешках. По нормативу вес этой каменной картечи составлял, внимание, 800 килограмм. Несколько отдельно слов надо сказать, конечно, о религиозной политике времен Ивана Грозного, потому что без этой веротерпимой политики не было у нас никакого роста страны. Ничего бы из этого не вышло. При Грозном правительство принципиально, подчеркнуто придерживалось уважительного отношения к исламу. Это сегодня нам кажется само собой разумеющимся, когда 4 ноября на День народного единства в Кремль приходят вместе и сидят за одним столом патриарх Московский всея Руси, верховный муфти, представители иных конфессий, буддисты, иудеи. Представить себе такое в 15 веке в Европе было абсолютно немыслимо. Это время беспощадных религиозных войн. Это время уничтожения людей только по принципу «как ты читаешь молитву». Но Россия была удивительным островом веротерпимости. Цитирую документ той поры. «А много и у нас, которые веру свою мусульманскую держат, а мы их от их закону не унимаем». Известно, что мечети строились не только в Касимове, где они сохранились по сей день той поры, но во многих городах, где жили служилые татары. Я думаю, что и в Москве они были. А вообще о татарах, служилых и русских, давайте поговорим отдельно. Мое глубокое убеждение, что, конечно, татары – это второй государствообразующий народ в нашей стране, особенно с учетом того, что в те времена татарами называли всех мусульман. Это вообще были слова-синонимы. Не было за все время
московского государства случая, чтобы служилые татары хоть раз изменили присяги своему царю. Касимов, городок в Рязанской области, был в 1452 году пожалован татарскому царевичу Касиму. Так возникло уникальное Касимовское царство, которое просуществует больше 200 лет. После падения Казани в Касимов была сослана последняя правительница, царевна Сюмбюке. А вскоре на Касимовском престоле оказался потомок последнего хана Большой Орды Ахмата, которого разбили на Угре, который принял крещение под именем Симеон. И вот в 1575 году Грозному 45, по тем годам немолодой мужчина, Грозный нарекает Касимовского царевича великим князем всея Руси, венчает его в Успенском соборе в Кремле, как положено на царство. Этот царевич известен в истории как Симеон Бикбулатович. Правление его царское продлилось год. Через год Грозный, отдохнув, опять поменялся должностями. Но со всей благодарностью царствовавшего год Симеона Бикбулатовича Грозный не то чтобы не казнил, а наградил, сделав его Тверским княжичем. Это, между прочим, самое престижное Тверское княжество. Что это было? Год отпуска. Игра какая-то, в которую сам с собой играл Грозный. Дауншифтинг 16 века. Попытка съездить на Мальдивы. Не знаем. Вот такой был Иван Грозный большой затейник. Мастер неожиданных ходов. Зачем царю, даже если он хочет какое-то время отойти от дел, формально на свое место назначать и венчать другого государя, рискуя всем, естественно, всем вообще, непонятно. Принявший православие татарин, как правило, ассимилировался, и они положили начало очень многим знатным дворянским родам. Беклемишевы, несложно узнать Бек, то есть князь. Русские из русских купцы Строгановы происходят от татарина, приехавшего на Русь во времена еще Дмитрия Донского, Строган. Русские из русских Шереметьевы восходят к тюркско-булгарскому Шеремет, невезучий человек. Мое любимое из произведений Пушкина Борис Годунов, помним. Вчерашний раб, татарин, зять Малюты. Татарским потомком был сам царь Борис Годунов. Татарам обязаны своим происхождением Батурины, Батыр, Богатырь, Бибиковы, татарская Бибик, начальник. Алмазовы, никакого отношения к драгоценным камням не имеют. Это имя Алмазы. Генерал Ермолов, покоритель Кавказа, свою родословную начинал «Предок мой Арслан Мурза». Кстати, оттуда же из Мурс и герой 12-го года Денис Давыдов. Потомок еще одного татарского Мурзы Арслана Тургена. Арслан – это лев на тюркском. Как мы понимаем, стал писателем Тургеневым. Певец Третьего Рима, поэт Федор Тютчев, потомок татарина Тютши. Наш главный историк Николай Карамзин, потомок славного воина, видимо, очень страшного, Кара-Мурзы, черный князь. Главный западник Петр Чаадаев, потомок татарина Чагатая. А главный славянофил Сергей Аксаков. Кто-то сильно прихрамывал, потому что Аксак – это по-тюркски хромой. Михаил Булгаков. Его предки были видными и статными, ибо Булгак означает «важный». Русский из русских композиторов Балакирев, он от татарина Балакире, упрямый ребенок. Сергей Рахманинов, понятное дело, от татарина Рахмана. Лидер партии кадетов министр Милюков – это искаженный Меликов. Мелик – это царь. А современник Милюкова, наш великий ученый Тимир Рязев, потомок Бека Тимира Гази, железного воина. Бесконечно можно перечислять татарские корни в русских фамилиях. Русские фамилии татарского происхождения – это Алябьевы, Аничковы, Ахматовы, Бердяевы, Бунины, Бухарины, Горчаковы, Дашковы, Измайловы, Курбатовы, Нарышкины, Огаревы, Радищевы, Растопчины и многие-многие другие. Тут надо, правда, иметь в виду один аспект, что те, кто находили татарские корни своей фамилии, потом придумывали себе еще, что они не от простых татар, а именно от каких-то мурс. Это было очень почетно. Рюрикович этот кот наплакал. На пальцах одной руки, понимаешь, почти. А очень хочется восходить к какому-нибудь царскому роду. Поэтому найди у себя предка татарина и объяви, что он был Мурзой и Чингизидом. Праздник начала октября, Покрова Пресвятой Богородицы. На Красной площади в память праздника накануне взятия Казани построили грандиозный собор. Покрова Богородицы на Рву.
Покрова Богородицы, потому что в честь этого праздника, к дате взятия Казани, а на рву, потому что, вспомним наш разговор о Кремле, был ров выкопан между Неглинкой и Москвой-рекой. И вот между собором, который мы обычно называем разговорным языком, собор Василия Блаженного, вот между этим собором, параллельно Кремлевской стене, и Александровским садом, где протекала Неглинка, там был ров. Мост опускался. Наш Кремль, треугольная неприступная крепость, был полностью на острове. Позднее в одном из пределов храма был похоронен юродивый Василий Блаженный, и собор обрел свое второе народное, неофициальное имя. Тогда юродивых, блаженных было немало в Москве. Для кого-то это была профессия, бизнес. Была даже артель юродивых, там они как-то распределяли, кто где, у какой церкви, в каком районе попрошайничает, кто как одевается, кто что может себе позволить. Блаженный был человек особый, Василий, он вообще работал сапожником. История хранит легенду о том, как пришел кто-то из знатных москвичей к Василию сладить новые сапоги. Сапоги ему понравились, красивые, мягкие, кожаные. Расплачиваясь, говорит: ох, красоту ты сделал мне, Василий. 20 лет в них ходить буду. Улыбнулся грустно Василий, пожал плечами. Нет, говорит, боярин, ты не обижайся, но и дня ты в них не проходишь. Боярин крякнул, выругался, и к вечеру следующего дня был схвачен, обвинен в чем-то и казнен. Видел он будущее. Грозный прислушивался к Василию Блаженному. Говорят, даже советовался с ним по каким-то вопросам, побаивался. Когда храм был построен, а храм очень необычной конструкции, вместо единого здания это 8 самостоятельных церквей, пределов, сгруппированных вокруг 9-й центральной. Все это наполнено было глубоким смыслом. Каждый из пределов был посвящен отдельным церковным праздникам, приходившимся на дни решающих боев за Казань. Каждый именной. Потом было сделано еще 2 пристройки, колокольня и отдельная церковь, где похоронен Василий Блаженный. То есть, таким образом, этот собор состоит как бы из 11 отдельных, но соединенных друг с другом строений. Ученые не могут прийти к единому мнению, кем собор построен. Строителями Бармой и постником. Кто это? Это 2 отдельных человека? Или это один? Иван Барма, прозванный постником за приверженность к строгому церковному посту. Или другие утверждают, что это псковский мастер постник Яковлев, постник – это имя, прозванный Бармой. Есть версия, что строил выходец из мусульманских стран, потому что очень необычная архитектура, такая совершенно несвойственная классической русской. Мне исключительно нравится история, рассказанная одним поразительно умным и глубоким человеком, хорошо знающим историю. Вот он как-то копался в этом и говорит, что, судя по всему, строителя было 2. Точнее говоря, один придумал и, может быть, даже нарисовал, и, может быть, даже подал идею, как это должно быть, и дальше вместе они творили, а второй, собственно, строил. Архитектор, он из Пскова, псковский мастер, автор проекта сам молодой царь Иван Грозный, потому что только он мог придумать вещь настолько необычную. Помните, мы говорили с вами о форме стрельцов, о дизайне вообще. Вот придумать что-то такое необычное и построить это в нарушении всех канонов. Такое мог позволить себе только царь, тогда еще молодой царь. Давайте подведем итоги. Насколько выросла при Иване Грозном страна? Все-таки это наша главная тема. Пограничных столбов и застав тогда не было. Но примерно территория Русского царства увеличилась в 2 раза. В состав России включены татарские ханства. Казанское, огромное, Астраханское. Последний хан принял православие и стал верным соратником Ивана Грозного. В те же годы башкиры, ранее находившиеся в зависимости от Казани, добровольно вошли в состав Московского государства. Вошли в состав Москвы вместе с землями. Мордва, часть при Иване Грозном, удмурты, часть, опять же, чуть пораньше, вместе с Вятской землей, а часть после присоединения Казани, чуваши, сибирские татары вместе с сибирским ханством, покоренным Ермаком, а также ханты, манси. Владения, повторюсь, границ не имели, но примерно сейчас это Татарстан, Башкирия, Мариэл, Чувашия,
Саратовская, Самарская, Астраханская, Волгоградская и Тюменская области, Мордовия, Удмуртия, плюс, давайте окончательно закрепим, Пермский край до конца, частично Курганская, Челябинская область, часть Казахстана современного. За Астраханью находилась Ногайская Орда между Волгой и рекой Яик. В этих землях, там городов-то не было, там единственный известный город назывался, только не смейтесь, Сарайчик. Но вот обычно на школьных картах территорию Ногайской Орды, вот эту обширную степную зону, тоже причисляют к приобретениям Ивана Грозного. Это небольшая натяжка, поскольку хан Ногайской Орды признал себя вассалом Грозного, но не перешел в подданство. Это разные категории. Но в любом случае тогда уже при сыне Грозного Федора Иоанновича начали закладывать крепости по Волге, Самара, Царицын, Саратов. Они закладывались на переправах, чтобы пресечь ногайские набеги. И самое главное, обозначить окончательно. Волга с этого момента, Волга, мать родная, Волга, русская река, с момента царствования Ивана Грозного. Не пройдет и нескольких лет после смерти Грозного, а его сын Федор Иоаннович лично поведет войско в Прибалтику и вернет наши земли, и все обретет свой статус-кво. Так что Ливонскую войну мы все-таки дожали. Интересы державы, интересы народа, экономики, интересы русской цивилизации, складывающиеся тогда, существовали вне зависимости от воли царей. Эти интересы оставались. И не мог это сделать Грозный, делал это его сын. И потеряем мы потом эти земли в смуту, и все равно вернет их Петр I. Потому что национальные интересы государственные превалируют над любыми личными амбициями. Единственный нерешенный Грозным вопрос западный все равно будет решен при Петре. Но об этом мы поговорим позже. Спасибо вам за любовь к русской истории, за терпение, за внимание. Всего доброго. До следующей встречи.